Мое такси уехало. Я его вызывал в Яндексе. Другой чувак сел, договорился с ним на своем языке и уехал. Я остался, короче, без тачки. Если ты просыпаешься с диким сушняком и похмельем на Сиване, не проблема, ты можешь идти купаться и пить одновременно воду оттуда. Пьет коньяк маленькими глотками, с фруктами, сухофруктами, шоколадом, сигарой. Por favor, suscriban a su canal, ¿ok? Hablan en ruso, pero no importa, ustedes aprendan ruso. Думали, что все, из этой жопы не уедем никуда. Поймали машину. Рома, красавчик. Что-то мы остановились. Сейчас лопату дадут. Могилу рыть, что ли? По классике. Совсем беда, да? Приехали, короче. Спасибо. Виноград. Виноград растет? Да. Сейчас мы держим самый дальний путь за все время нашей поездки здесь. Мы едем из Еревана в Горис. Проехали уже километров, наверное, 30-40. Уже 2 машины сменили. И вроде как все хорошо пока получается. Люди достаточно легко ловить машину. Все хотят помочь. Люди очень отзывчивы. И качество дорог тоже на самом деле удивляет. У нас на таком расстоянии уже от основных городов уже трешак всякий. Здесь почти по всей стране, не считая каких-то горных местностей, дорога очень хорошая. Вот, естественно, мы с людьми разговариваем в машине, чтобы всем было не скучно. Основные, конечно, разговоры про то, откуда мы. Все спрашивают, нравится ли нам в Армении. Мы просто хором говорим: да, нам безумно здесь нравится. Шатало, капец. Ребята, которые нас подхватили, лихачили жестко. Зашли в магазин попросить, чтобы нам воды набрали с крана. И нам просто один такой большой мужчина подошел, спросил, вы что, эти автостопом, и просто взял и нам дал воды. Он заплатил, мне кажется, за нее. Да, офигеть. Просто сделал нам подарок. Сокольников жила. Она куда-то на меня залезла. За вас, братья мои меньшие. Нет, нет, нет. За вас, но без вас. Доехали до поселка Шаки. Слышали, здесь водопад клевый. Хотим посмотреть. Попали в самую вообще настоящую деревню. Приезжайте в Армению, здесь телега не запрещена. Не хотелось бы в этой воде оказаться, потому что видно, что оттуда просто сумасшедший, смертельный нахрен обрыв.
Они сделали тебя вожаком своим. Вот из-за того, что мы зашли посмотреть водопады, мы тут немножко встряли с автостопом, уже темнеет. Но вообще нам надо вот туда сегодня, до темна. Но не уверены мы, конечно, что мы окажемся там сегодня. В каждом окне есть своя судьба. Жаль шансов попасть туда, жаль, но гони свести. I see people dancing, even though I'm in this cracker box called the radio station. Home again. Never went home again. Почти каждый раз, просыпаясь в Армении, сразу видишь горы. Попали в деревушку здесь, и вот нам показывают небольшую экскурсию этому камню. Уже больше, сколько? Короче, с 5 века он здесь стоит. Больше 1500 лет. Да не переживай ты так, 1,5% тоже нормальный результат. А это вот древнее устройство. Здесь были такие жернова, прикреплялись. Но это стояло возле воды, из-за спуска воды двигались вот здесь жернова и мололи пшеницу. По этой нише сюда вот стекало подсолнечное масло. Мужичок вот раскопал старинную винодельню. Вот сюда кладется виноград, топчется ногами. Сок потом попадает сюда и отсюда переливается вот в эти очень-очень глубокие емкости. И, в общем-то, начинает зреть. Деревня на полном самообеспечении. Вот здесь небольшой водопадик и вот такая мини-мини электростанция. Типичное явление для армянских деревень. И все это делает один человек. Я хочу, чтобы это старым способом сделать и вино, и коньяк. Чистый продукт. Коньяк? Да, коньяк. Спирт, виноградный спирт чистый. И этот дуб дерево. Ага. Ну ладно, мы сейчас будем это пробовать, да? Да. Офигеть. Древний способ приготовления коньяка. Вот древний способ. Просто Коньяк? попробуйте. Коньяк. И дорогой мой, Спасибо. пожалуйста. А вас поддерживает государство как-нибудь? Или вы сами? Я Нет, вообще? везде, как Россия, так и здесь. Ага. Государство никому не помогает и будет помогать. Барутесак. Барутесак, понимаете, да? Это, как сказать, добрым, да, пана знакомством. Знакомство. Да, знакомство. Дай Бог всегда был хороший. Это держать глядя больше, вообще будет хорошо. Да уже хорошо. Тут у этого мужичка даже рыба плавает вот в маленьком озере искусственном. Какая-то золотые рыбки какие-то. Все, пошел рыбку ловить на живца. Лучше не встречал гумака никогда в жизни. Все, спасибо. Шнурака Люцун. Пожалуйста. До свидания. До свидания. В общем, если вы поедете в Татев, очень вам рекомендую сюда заехать. Место называется Сурик, озеро называется Сурик. Мужчину зовут Сурик. Ну, он самый настоящий герой, без шуток. Все это делал своими руками, сам все это поддерживает. Мы вот почти в Татеве. Такое достаточно знаковое место для Армении. Начали восстанавливать комплекс
Это совсем недавно буквально, и начали вот с канатной дороги, которая на данный момент вроде как является самой длинной канатной дорогой в мире. Вот почти 6 километров. Wings of Tatev, the world's longest non-stop reversible aerial tramway. Взяли билеты на канатную дорогу, стоит 3500 драм в одну сторону. Думали, сейчас хоп, сразу пойдем, сядем, а тут очередь, нужно ждать 40 минут. Вот она, сила массовой культуры. Я читаю Golden Eagle и вспоминаю почему-то про кофе. Страдания для гуманитария. Кофе по-восточнему, шотландские виски, американские виски, правильно написано. Одно, а тут три, чего ж ты не понимаешь? Все, это просто типа множественное число, да. Блюда приготовленные. Как можно не любить жизнь и Армению, когда вот типа такой прекрасный стол. 40 минут томного ожидания, и вот мы вроде как проходим. Людей очень много, как будто мы на самолет садимся. Реально, там даже девушки, смотри, они как стюардессы выглядят. Сейчас увидишь. Татевские авиалинии, да? Ուրախ ենք ողջունել ձեզ Տաթևեր ճոպանուղում, որը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղի։ Мы рады приветствовать вас на самой длинной в мире реверсивной канатной дороге Крылья Татева. На склонах видна деревня Старый Алидзор, которая 9 веков принадлежала Татевской обители. Мне с моим ростом что-то вообще некомфортно жить, я понял сейчас. Как и почти все в Армении, монастырь Татев имеет свои легенды относительно своего названия. В день, когда монастырь был уже почти построен, и осталось только поставить крест на его куполе, ученик мастера сам сделал крест и самовольно решил установить его на купол. Мастер спалил его, ученик решил спрыгнуть в ущелье. Ученик просил Господа дать ему крылья и проговаривал «Огнисурб Татев», что означает «дай мне крылья, Господь Бог». И по легенде так решили назвать этот монастырь. Я думал, меня Рома привел посмотреть на то, как сушится белье под Татевом. Оказывается, он пришел показать вот это все. Тут и умереть не жалко. Да и не сложно. Не хотелось бы сейчас, конечно. Ну все, вот разошлись с ребятами, с которыми ездили в Татев, которые нас вчера подхватили уже в темное время. Приятно было их повстречать, если вы это смотрите. Привет вам, ребята. По тому, что люди продают, можно судить, какая, в принципе, страна, чем она живет. И вернисаж очень-очень для этого подходит. Здесь делают народные мастера. Здесь вы увидите старые вещи, и старинные вещи, конечно, увидите. Но здесь 90-95% это работа мастеров. Прикладное ремесло, народное творчество и так далее. Когда такие шахматы красивые, грех не научиться играть в шахматы, да? Да. Это все ручная, да, работа? Да, все ручная работа. Вообще, одна из моих любимых пластинок. Советское издание Black Sabbath. Молодой Шафутинский. Где служил, брат? Да, я прошел путь до Берлина от Казани. На автостопом? Не, на самолете, на самом деле. Ну, знаешь, во время СССР спокойно было. Ну, последнее, после 85-го года, где тяжелее стало, конечно, когда экономика развалилась. Круговая проблема. Не знаешь, в какую сторону повернуться, чтобы проблем не было. Такого нет.
Получил за 100 подписчиков, за первые 100 подписчиков на ютубе. Вообще выбор здесь сумасшедший. Я советую всем сюда приезжать в одни из последних дней, перед тем, как уехать, иначе вы здесь захотите купить все, и у вас потом денег просто не останется, чтобы здесь жить. Очень много вообще сувениров с Николом Пашиняном. Но мы поспрашивали людей, они как-то так вот с осторожностью к этому относятся. То есть сильно не ругают, сильно не хвалят. Говорят, время покажет. Ну вот, мы были на рынке вернисажа. Сейчас пришли вот на блошиный рынок, такой типичный, как на уделке в Питере. Гони мне свои драмы. Что ты ищешь здесь, путник? Я ищу свою судьбу. Дама свое сердце. На блошином рынке. Решили подарить такую штуку, очень символическую. Для чего она нужна? Вот. Если вы любите попить винишко, то это вот такая прикольная подставка, которая балансирует и может красиво стоять у вас где-нибудь на столе. Много времени уходит, чтобы сделать такую штуку? Уходит, конечно. Сначала обрабатываешь дерево, потом виски сделаешь, потом начинаешь работать. Чтобы получить замечательную вот эту деревянную штучку ручной работы, напишите в комментарии, попытайтесь угадать, откуда будет следующий выпуск. Кто угадает, тому отправлю почтой или лично торжественно вручу в руки. Вот такой вот конкурс. Сегодня, 21 сентября, в Армении День независимости. Так вот я удачно попал. Вот мне вот, которая сердечком вот таким. Красивые девчата будут делать из меня армянина настоящего. Последний раз я рисовал на щеке флаг Хорватии во время чемпионата, когда Хорватия проиграла. Осталось паспорт получить, да? Куда идти за ним нужно? Армения сегодня отмечает уже 27-й день независимости. В 1991 году Армения отвалилась от Советского Союза. И вот каждый год армяне всего мира устраивают большой праздник. Сейчас приедет подруга армянка, расскажет, какая она сильная, независимая. Сегодня, в день праздника, судя по всему, разрешена агитация политическая. Армянская версия Ксении Собчак. Я думал, ковры — это такая узбекская тема. Кажется, в Армении тоже их очень любят. 91 год – это переломный момент. Кроме перестройки у нас началась война. И очень тяжело наши родители жили. Все, кто в этот период женились, заводили детей, они сотворили подвиг, потому что при условиях, когда воду, газ, отопление, электричество, все условия жизни для жизни дают час в день в лучшем случае. В 94-м мы уехали в Киев жить, потому что здесь уже больше было невозможно выживать, потому что ничего не было. Мама собрала нас с отцом всех, и мы уехали жить в Киев. Прожили там 2 года, и в 96-м уже тут, в принципе, все было более или менее нормально. За здоровье Армении! Прочитал сегодня новость, что официально на День независимости сегодня были приглашены бывшие президенты, в том числе Сарксян, которого недавно свергли. Я подумал, каким же нужно быть великодушным, чтобы позвать свергнутого президента на праздник. Сейчас идем по улице Месропа Маштоца. Не зря, точнее, очень заслуженно он получил улицу в свою честь, потому что он создатель армянского алфавита и грузинского тоже. Сахарная вата в машине прямо на переднем сиденье «Жигулей». Он говорит, заходите на огонек. Это подарок? Это тебе подарок. Спасибо большое, мерси. Ух ты! С праздником вас! Спасибо большое. Вот она, Армения просто в одном маленьком поступке, правда? Да.
сегодня мой последний день в Армении, и я решил провести такую познавательную минутку. В своем инстаграм, кстати, подписывайтесь. Я проводил опрос, узнать у людей, что им интересно об Армении. Получил очень-очень много вопросов, целых 2. Как тебе люди и отношение к тебе? Это самая прекрасная часть Армении, я скажу точно. Потому что мы с моим другом Ромой объездили Армению автостопом. И то есть люди всегда шли нам навстречу, старались нам как-то помочь. Они бы себя не простили, если бы не постарались нам помочь советом или делом. Мы чувствовали себя в безопасности и спокойно могли подойти к кому-то, что-то спросить, даже к полицейским, что для россиянина очень несвойственно. Вот вопрос, насколько цены разнятся с нашими, ну то есть российскими, я так полагаю. Сейчас курс 7 драм за 1 рубль примерно, но цены очень приятные. На самом деле, даже после армянских цен не хочется возвращаться в Россию, потому что придется опять тратить много денег. Здесь дешево стоит абсолютно все, начиная от баров, заканчивая жильем, ценой на продукты, стоимостью такси. Недорого провести отпуск, Армения для этого очень подходит. Сюда мы летели около 5000 рублей из Москвы. Рома обратно улетел также за 5000. Вот, ну я немножко лечу за 15. Вот, но если постараться заранее, то 1000 за 5 билет в одну сторону можно найти. Как долго живут жители Армении с их постоянными застольями? Достаточно распространенный стереотип, что здесь постоянно какие-то застолья, что постоянно армяне любят выпить и так далее. Возможно, на праздниках такое происходит, но я не думаю, не больше, чем у россиян. Поэтому я не думаю, что у них должны быть какие-то проблемы с продолжительностью жизни по причине там выпиваемого алкоголя. Почему стоит поехать именно в Армению? Ну, во-первых, причин искать куда-то поехать, я думаю, искать вообще не нужно. Алло, но здесь же клевый шашлык, здесь классный коньяк, здесь замечательные люди, достаточно разнообразная природа. Но самое главное, это очень древняя страна со своей полноценной историей, с особым отношением к гостям, к своим. Что с армянскими женщинами? Что с ними? Они прекрасны. Выйдя на улицы Еревана, просто идешь, восхищаешься, насколько все ухоженные, насколько все красивые. Красивые девушки превращаются в замечательных жен. И я думаю, армяне этому очень-очень рады. Так держать.